Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня будем с вами следовать за трендами. На самом деле, этот ролик я сняла еще 2 недели назад, когда Инстаграм не был завален вот этим вот бабл маникюром, когда не было такого количества пузырей, но я за него забыла, если честно, и вспомнила только сейчас, когда начала собирать руки ученицы. Поэтому давайте на это посмотрим. В чем принципиальное отличие того, что я хочу вам предложить? Это в том, что пузыри я предлагаю взбивать в бутылки, а не в какой-то дополнительной посуде. Но эту идею я тоже где-то подсмотрела. Это не моя идея, но это действительно намного удобнее. В чем смысл? Вы наливаете в бутылочку воду, вы наливаете туда мыльный какой-то раствор фейри, я не знаю, пену для ванны, все, что может мылиться, пениться и тому подобное. И вструшивающим движением в бутылочке взбиваете пузыри. Вам не надо колошматить чем-то по чем-то, чтобы эти пузыри получились. Они у вас получаются буквально в 2 движения руки. Ну и на самом деле вот этот маникюр мы делали в другом порядке. Мы сначала сделали руки, хотели сделать немножечко по-другому, вот именно так, как мы делаем типс, то есть затирать поверх пузырей, но эта гениальная идея пришла нам опосля, поэтому показываю вам на типсе. Итак, в чем смысл? Обратите внимание, когда вы затираете пигмент на фактуру, пигмент вам дополнительно фактуру подчеркивает, и когда вы перекрываете это все безобразие финишным покрытием, подчеркнутая фактура пигментом не перекрывается и остается яркой, остается читаемой. На руках клиентки мы делали наоборот, но дальше мы с вами выясним, в чем же причина и что могло пойти не так. Ну а дополнять вот эти пузыри можно в принципе чем угодно, они очень интересно смотрятся в любой раскладке, в любых элементах, в любых композициях. Их можно делать на весь ноготочек, их можно делать вот так вот зонированно, то есть это просто безумное поле для вашего творчества. Обязательно попробуйте. И на самом деле, девочки, что еще, какой нюанс я для себя выяснила, не надо следить за тем, чтобы пена у вас прям горой на типсе лежала. Достаточно пенкой прикоснуться, и пузырики, взрываясь, раздвигают финиш или гель-лак. И если гель-лак у вас, допустим, довольно-таки плотной структуры, то он обратно не собирается, его можно помещать в лампу без пены. А вот если довольно жидкий финиш, то лучше, конечно, пену уже засовывать в лампу. В общем, надеюсь, вы поняли, о чем я с вами сейчас разговариваю. Мы же с вами встретимся на руках клиентки. Итак, покрываем ноготочки цветом. В данном случае в качестве покрытия мы выбрали вот такой вот бордовый с шиммером, безумно красивый гель-лак. И на средние пальчики мы покроем черный оттенок под пигмент. Как мы все с вами знаем, именно на черном цвете пигменты всегда смотрятся потрясающе красиво и наиболее выигрышно. Поэтому именно его и будем использовать в качестве подложки.
В данном случае черный цвет у меня достаточно плотный, очень укрывистый. Я его буду укладывать в один слой и вторым слоем дублировать не буду, потому что это просто не нужно. Это сократит мне время на полной процедуре, то есть я сэкономлю 4 минуты минимум, а то и все 7 на втором слое перекрытия, потому что его нужно было бы перекрыть, просушить, все вот эти манипуляции, покрыть финишным покрытием. Я выкидываю второй слой перекрытия и просушки. Хотя, как показал Инстаграм, можно было сэкономить еще больше времени. Когда начинался вот этот вот Bubble Trouble, мы решили, что просыхать это все безобразие будет только на прозрачном финише. Но на самом деле нет, как показала практика, это все просыхает замечательно и уже на гель-лаке. Поэтому можно было покрыть один слой черного цвета, сразу же сделать на него пенку, сразу же его просушить. У нас кое-где бы просвечивался немножечко камуфляжик, но это бы добавило тоже какой-то глубины нашему дизайну. И уже на эту пенку сразу затирать пигмент, то есть выкинуть еще из всего этого процесса момент перекрытия финишным покрытием. Но, как обычно, все это приходит с практикой, с опытом, поэтому я вам сейчас это говорю, чтобы вы потом могли учесть это уже в своей работе. Итак, в данном случае у нас пигменты, мы их натираем на липкий слой черного гель-лака, для того, чтобы они легли максимально плотненько. Натираем вот такими вот пятнами, эти же пятна будут у нас потом переходить друг в друга и делать такой себе градиентный градиент. Тоже довольно интересно. Напыляем все это. Чем более липкий ваш черный, тем плотнее уляжется ваш пигментик, тем интереснее и более плотно он будет лежать, и более сатиновый эффект у вас получится. Ну а мы черный слегка пересушили, поэтому он ложится не так плотно, как мне хотелось бы. Ну а теперь перекрываем финишным покрытием и делаем на финиш пену. Финиш еще немножечко подъедает мой пигментик, и вот в этом месте как раз возвращаемся к той фразе, что пигмент лег не так плотно, как мне хотелось бы, потому что я пересушила черный. Но это уже такие вот совершенно нюансные вещи, которые просто, ну вот так получилось, и от нас мало что зависит. Ну и как вы видите, из бутылочки пену на ноготок помещать тоже довольно-таки удобно. Просто берем и выдавливаем пенную шапку на наш ноготь. Аккуратненько не переклоняем при этом бутылку, потому что если слишком сильно наклоним, у нас польется вода. Хотя воды там совершенно немного. И после просушки в лампе убираем пену салфеточкой. Не нужно обезжиривать, не нужно ничего дополнительно делать, просто снимаем излишки салфеткой. В данном случае мы думали еще сверху затереть слоем пигментов и перекрыть финишем, чтобы у нас наша фактура осталась. Но вот эти пигменты для этого не подходят, они прозрачные, они не зеркальные, они не дают такого плотного цвета, и когда мы начали перекрывать топом, у нас вся фактура съелась. Поэтому в конечном итоге мы это все убрали, вытерли и оставили именно в виде предыдущего варианта. То есть, когда у нас просто нижний пигмент, перекрытый финишем. Дополнительно финишем мы ничего не перекрывали, и клиентка мне не звонила, не писала, не говорила, что все у нее послазило, поэтому, по идее, должно относиться нормально. В общем, надеюсь, я вам открыла некоторые нюансы, которые вы не знали. Надеюсь, я вам показала какие-то фишечки, которые вам были интересны. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!